Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои мемуары. Напишу я, расскажу я все, как есть, как было. Расскажу я, с кем не ладил и кого любил я. Как недавно девушку я встретил, и только 18 лет, а мне уж 23. Скоро стану я седым и старым. Проверка звука. Раз, два, три. Внимание, съемка. Добрый день, друзья. Приветствую вас на нашем канале Про et Contra. За и против. Меня зовут Геннадий. После зимовки в Мил Палмерас мы переместились в весенний Бенидорм, Коста-Бланка, Испания. Гуляя по набережной Паньенте в Бенидорме, невозможно не обратить внимание на самое стильное здание Бенидорма – Дельфин Тауэр. Наше видео о нем по ссылке наверху. Наше видео мы опубликовали 11 ноября 2022 года. И в тот же день в Алмерии при участии короля Испании Филиппа VI и королевы Летисии состоялась церемония вручения наград Микаэль Аварц. На ней руководитель и владелец компании Goya Real Estate Серхио Видаль Балагер получил из рук королевской четы эту награду за созданный им Дельфин Тауэр как эталон экологического урбанизма. Награда присуждена новой категории за устойчивое развитие зданию за ультракомпактную поверхность диктон в цвете зенит, за разработку вентилируемого фасада с помощью крупноформатных индивидуальных панелей и с уникальной и эксклюзивной структурой. Это первый изогнутый фасад с вентиляцией из фарфора и первое высотное жилое здание в Испании, получившее сертификат LEED Gold. Сертификация, которая требует, чтобы все от проектирования процесса строительства, выбора материалов до последующего управления зданием было задумано так, чтобы предлагать устойчивые решения без компромиссов. Среди других достижений, благодаря дизайну фасада, башне удается оптимизировать вентиляцию и защиту от солнца в разное время года. Забавное наблюдение. И король, и дон Серхио Видаль оба Балагеры, сеньор де Балагер, испанский дворянский титул. До вступления на трон нынешний король Испании носил этот титул, как наследник престола. Серхио Видаль Балагер получил эту фамилию от мамы Марии Балагер Баронат. А Видаль – это фамилия отца Эмилия Видаля. Но я отвлекся. Сегодня речь не о создателе Дельфин Тауэра и не о его творении, а о нас, о стариках. Более 20 лет назад компания Goya Real Estate построила и управляет резиденцией Форум Mare Nostrum для пожилых людей в Альфас-дель-Пи. Жилой комплекс находится в эксплуатации с 2002 года и насчитывает 229 комфортабельных квартир, в которых проживают лица старше 65 лет, с садами, зонами отдыха и центральным клубным домом с рецепцией. Сюда входят 2 ресторана с террасой, бар, зал мероприятий, художественная мастерская, зал оздоровительной гимнастики тайчи, мини-гольф, художественная выставка, бассейн с подогревом, открытый бассейн, тренажерный зал, медицинский центр, парикмахерская, спа-салон, театр, танцпол, библиотека. Форум Mare Nostrum является успешным курортом для пожилых людей, в основном из Северной Европы. Как стать резидентом такого комплекса? Формула проста. Резидент должен быть не моложе 65 лет, иметь хорошее здоровье, не быть зависимым. Резидент должен подписать 2 договора. Один об аренде, что предполагает ежемесячный платеж в размере от 350 до 400 евро, а другой о передаче помещений. Этот второй контракт подразумевает единовременный платеж в размере от 120 до 200 тысяч евро, в зависимости от типа апартамента, и дает жильцу право доступа ко всем удобствам и услугам и пользоваться апартаментом в течение 35 лет. Принимая во внимание, что подписанту минимум 65 лет, это практически пожизненно. Таким образом, право собственности не возникает, и когда договорные условия утрачивают силу, договор прекращает свое действие.
На основе опыта эксплуатации проекта Goya Real Estate разработала масштабный план строительства таких комплексов до 2028 года с инвестициями в размере 500 миллионов евро. Планируется построить 7 элитных макрокомплексов. Компания уже приобрела землю в Хаве и Малаге для строительства своих следующих двух проектов. Изучает рынок в Мадриде, Барселоне, Пальме и Марбелье, где она хочет присутствовать в среднесрочной перспективе. Если ее дорожная карта будет выполнена, Goya Real Estate будет иметь портфель из более чем 3000 жилых единиц для пожилых людей в Испании к 2028 году, распределенных между 7 комплексами. Проживание пожилых людей работает только в больших комплексах, говорит Серхио Видаль Балагер, который указывает, что для того, чтобы застройка была прибыльной, она должна иметь минимум 300 единиц, чтобы работал эффект масштаба, хотя в идеале должно быть около 500 единиц. Goya Real Estate продолжает делать ставку на Senior Living и запускает вторую фазу своего проекта «Форум» с инвестициями в размере 67 миллионов евро. На этом новом этапе под названием The Com, также расположенном в Камино дель Пинчо в Альфас-де-Пи, будут построены 262 новых элитных дома, которые будут оснащены новейшими технологиями и будут иметь сертификат устойчивости BREEAM. Общая площадь комплекса The Com составит 128 тысяч квадратных метров. В нем будет 262 апартамента, что вместе с форумом составит в общей сложности 492 апартамента. Застроенная площадь составит 66 400 квадратных метров с гаражами, кладовыми, садами, бассейнами, зонами отдыха и центральным клубным домом площадью более 3800 квадратных метров, в котором будет рецепция, ресторан с террасой, открытый круглый год, и качественным рестораном вместимостью 280 человек, с 2 залами, один из которых будет открыт для публики с меню, которые меняются еженедельно, и специальным меню а-ля карте, а второй вип-зал для жителей. Здоровье. В комплексе 2 раза в неделю будет проводиться бесплатная консультация первичной медико-санитарной помощи проживающим, визиты к врачу на дом, ежедневный телефонный контроль и организация госпитализации, переводы и наблюдения за пациентами, госпитализированными в клинике. На территории форума есть клиника с 10 медицинскими специальностями, открытыми для жителей и широкой публики, включая кардиологию, дерматологию и стоматологию, специальности, пользующиеся большим спросом в этом районе. Безопасность. Объекты имеют максимальные гарантии безопасности, а также круглосуточное обслуживание клиентов, 365 дней в году и ночные обходы. Мобильность. Жители имеют транспортное обслуживание, а также могут запросить дополнительный перевод или сопровождение. Услуги красоты. Жильцы могут насладиться процедурами по уходу за телом и лицом, а также парикмахерскими услугами с персональными консультациями от стилистов. Развлечения. Будет предложен широкий спектр культурных и развлекательных мероприятий. Семинары, концерты, конкурсы, конференции, рынки, выставки или гастрономические фестивали. В конце несколько слов о создателе этого проекта. Он уроженец этих мест. Его деды и прадеды были обычными фермерами. Чтобы прокормить семью, его дед переоборудовал свой дом в пансион для гостей. Это был успешный проект. В традициях его предков также выращивание винограда. 5 лет назад он решил возродить виноградники в долине Гуадалест, где жили его предки, а их фермерские дома перестроить в 5-звездные отели. Все эти преобразования в честь наших корней, наших родителей, ценностей и традиций и усилий, которые они оставили нам в наследство, говорит Серхио Видаль Балагер. О виноградниках, вине и отелях мы расскажем вам в наших следующих видео. До свидания, друзья! Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ругайте, хвалите. Мы будем знать, что не зря снимаем наши видео. Всего вам доброго. До новых встреч!